Может ли официальное заявление изменить то, как миллионы фанатов видят своих кумиров? Почему на этот раз заявление HYBE вызвало не только волну обсуждений, но и довело некоторых участников ARMY до слез? В редком признании руководство раскрыло то, что никогда прежде не обсуждалось публично. Имена двух участников BTS, оказавшихся в центре внимания, Ким Тэхён и Чон Чингук. Вопрос в том, что же побудило HYBE к такому рискованному шагу в коммуникации. И почему момент его обнародования показался столь внезапным? Согласно информации, циркулирующей на международных фан-форумах и среди источников, близких к южнокорейской индустрии развлечений, это признание нельзя считать просто уточнением. В официальном заявлении HYBE говорится, что Тэхён и Чингук в последние месяцы прошли долгий и трудный процесс. Хотя внутренних деталей раскрыто не было, формулировка агентства намекала на эмоциональные и профессиональные потрясения за кулисами, о которых никогда ранее не говорили публично. Реакция ARMY оказалась неоднозначной. Многие отреагировали эмоционально, заявив, что теперь они лучше понимают, какую ношу несут оба артиста. На фоне напряженного графика и постоянного внимания публики. Другие же задали вопрос, почему HYBE раскрыла это именно сейчас, в период особенно чувствительной активности BTS. Спекуляции усилились, от предположений о внутреннем давлении и проблемах со здоровьем до личных обстоятельств, требующих особого внимания менеджмента. Если проанализировать официальные коммуникации HYBE, то заявления, затрагивающие личные эмоции участников группы, редко выносятся на публику, только в ключевые моменты, такие как объявление перерыва или серьезный карьерный поворот. На этот раз тон был более личным, человечным и менее формальным, чем в предыдущих заявлениях. Это привело многих экспертов к выводу, что шаг был частью продуманной стратегии коммуникации и, возможно, сигналом о перемене внутренней политики в отношении взаимодействия с артистами и фанатами. Фраза «Мы признаем, что ваша поддержка имеет особое значение», особенно в момент, когда они сталкиваются с вещами, которые не видны на камеру, вызвала смешанные интерпретации. Часть аналитиков расценила ее как скрытое признание личных проблем, которые прежде замалчивались. Другие увидели в этом сигнал, что оба артиста находятся в периоде серьезных перемен, как в личной жизни, так и в карьере. Любопытно, что это признание прозвучало всего через несколько недель после того, как Тэхён и Чингук были задействованы в отдельных проектах вне групповой деятельности. Тэхён готовится к музыкальному сотрудничеству с зарубежным артистом, а Чингук только что завершил интенсивный цикл зарубежных промоактивностей. Это усилило предположение, что признание HYBE может быть связано с нагрузкой, с которой они сталкиваются за границей. Хотя их послужной список в индустрии демонстрирует стабильность и высокий художественный уровень, публика редко задумывается о том, что за безупречным образом и блестящими достижениями скрывается огромный уровень стресса. В прошлых интервью и Тэхён, и Чингук уже говорили о переутомлении, давлении ожиданий и трудностях в сохранении качества работы на фоне плотного графика. Тогда эти слова были восприняты легко. Но после признания HYBE многие фанаты стали связывать их с текущей ситуацией. Этот шаг может стать прецедентом в том, как корейская индустрия развлечений будет подходить к вопросам психического здоровья и публичного давления на артистов. Обычно крупные компании избегают публичных обсуждений личных проблем участников, чтобы сохранить имидж. Однако в этот раз HYBE попыталась нормализовать разговор о человеческой стороне айдолов. Для ARMY это вызвало смешанные чувства. Одни оценили откровенность как проявление эмпатии к Тэхёну и Чингуку.
Другие опасаются, что признание привлечет чрезмерное внимание СМИ и создаст дополнительное давление на обоих артистов. Эксперты в области публичных коммуникаций предполагают, что время публикации заявления было выбрано стратегически. Обнародовав ситуацию дозированно, HYBE смогла контролировать повествование и предотвратить распространение неконтролируемых слухов. Такой подход позволяет компании сместить фокус общественного внимания на посыл о важности эмоциональной поддержки артистов, а не на негативные спекуляции. Связь между Тэхёном и Чингуком в глазах публики уникальна. Они часто описываются как близкие друзья, поддерживающие друг друга на сцене и за ее пределами. Поэтому, когда HYBE делает эмоциональное признание, затрагивающее их обоих, эффект значительно сильнее, чем при упоминании только одного участника. Мировое сообщество ARMY отреагировало мгновенно. В Twitter, X, Weverse и TikTok хэштеги, связанные с Тэхёном и Чингуком, вышли в топ трендов за считанные часы. Появились сотни тысяч сообщений поддержки, анализа заявления и подробных предположений. Одни писали о том, что индустрия развлечений должна меняться. Другие просто делились их фотографиями с ободряющими словами. Такие моменты показывают, насколько глубока эмоциональная связь между артистами и их фанатами. Когда HYBE признала, что у двух, казалось бы, сильных фигур есть уязвимая сторона, это вызвало сильный эмоциональный отклик. Главный открытый вопрос остается: каков будет долгосрочный эффект этого признания на карьеры Тэхёна и Чингука? Станет ли это толчком к более персонализированному управлению графиками? Или же началом реформы в структуре менеджмента артистов в HYBE? Для индустрии это серьезное испытание для многолетних устоев, формировавших отношения между компаниями, артистами и публикой. Если такая открытость будет признана успешной, не исключено, что другие компании последуют примеру HYBE. Если же она создаст проблемы, эта стратегия станет примером того, чего лучше избегать. Пока что Тэхён и Чингук не сделали личных заявлений в ответ на признание HYBE и продолжают свою деятельность согласно ранее объявленному графику. Тем не менее, многие ждут, выразят ли они личное мнение на Weverse или в интервью. Ясно одно, заявление HYBE изменило картину публичной дискуссии о BTS. Речь идет не только о музыке, концертах и наградах, но и о психологическом благополучии участников. И среди всей этой неопределенности ARMY остаются едины в одном: безусловно, поддерживать Тэхёна и Чингука, независимо от того, с чем им приходится сталкиваться за кулисами. Источники в южнокорейской индустрии развлечений, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что признание HYBE прошло долгий внутренний процесс согласования. Первоначальный вариант заявления, по их словам, претерпел как минимум 4 редакции, прежде чем был одобрен коммуникационным советом компании. В такой крупной корпорации, как HYBE, решение выпустить документ с подобной эмоциональной нагрузкой не принимается спонтанно. Проходит анализ рисков, прогнозирование реакции публики и разработка стратегий минимизации последствий с точки зрения кризисных коммуникаций. Стратегию HYBE можно назвать контролируемым раскрытием. Дозированная подача информации для управления публичным нарративом. Компания не раскрыла конкретных деталей, но ясно дала понять, что ситуация серьезная, одновременно подчеркнув важность поддержки фанатов. Таким образом, фокус обсуждения оказался на эмпатии, а не на хаотичных догадках. Примечательно, что уже в течение 24 часов после публикации крупные южнокорейские СМИ, такие как Yonhap News, Dispatch и Korea Journal Daily, выпустили материалы с анализом признания HYBE
Часть СМИ назвала его редким примером прозрачности в КПОП. Другие же подчеркнули риск эффекта бумеранга, если представленная информация вызовет чрезмерное любопытство у публики и журналистов.